Одинокая старушка Зинаида Никитична всю свою жизнь провела в небольшом поселке где-то на просторах Дальнего Востока. Жизнь оставила тяжелые раны на судьбе бабушки, закалив ее и так жесткий характер. Муж и сын погибли при загадочных обстоятельствах. Так Зинаида и состарилась в одиночестве, не сумев или не захотев найти себе другого спутника жизни. Деревня была самая обыкновенная. Небольшие деревянные домики, узкие проселочные улицы, суровые деревенские мужчины и красивые женщины. Но, оставшись одна, она училась жить заново, вести весь тяжелый деревенский быт в одиночку, следить за хозяйством и за скотиной. Зинаида Никитична очень любила ходить в лес, да не просто, а с большими корзинами. Местные сплетницы шептались, что она собирает травы для магических обрядов, но все было намного проще. Бабушка Зина очень ценила дары природы. Нет ничего лучше свежих грибов и ягод, которых в этих краях водилось в достатке. Одним теплым деньком бабушка Зина отправилась в лес побродить, подышать свежим воздухом, размять свои уже совсем немолодые ножки. Может собрать чего, если Бог даст. Ходила долго, просто гуляла, наслаждалась лесными ароматами и слушала пение лесных птиц. Путь проходил по знакомой тропинке. Мимо мелькали огромные сосны и ели, вокруг все пестрило яркими красками. Внезапно рядом послышался то ли стон, то ли писк. Зинаида не сразу поняла, кто может издавать такие странные звуки. Внутри поселилась тревога, но любопытство все же победило. Да, и похоже, это было на призыв о помощи, и просто пройти мимо ей не позволяла совесть. Сделав 20 шагов, она увидела жуткую картину. На земле лежала мертвая тигрица, а рядом ползал маленький тигренок и истошно пищал. Он упирался носом в мамину густую шерсть, пытаясь ее разбудить, но усилия его были тщетны. Остальные тигрята лежали рядом без движения. Выжил только один. Зинаида Никитична подхватила малыша и помчалась в деревню. Принеся тигренка домой, она обустроила ему теплое мягкое местечко и стала откармливать бедное животное козьим молоком. Она кормила его, как ребенка, постоянно бурча себе под нос. «Как же вас так угораздило, бедных? Вас и так почти не осталось на этом свете», — причитала старушка. Тигренок оказался чудесной полосатой девочкой, которую бабушка назвала Алисой. Так и осталась Алиса жить у Зинаиды Никитичны, набираться сил. Местные, прознав, что у нее живет тигр, не на шутку всполошились, но узнав, что бабушка собирается отпустить Алису в лес, когда та поправится, успокоились. Тигрица тем временем росла не по дням, а по часам набирала вес и силу. Местные удивлялись, но зверь за забор не выходил и вел себя почти как домашняя кошка. Бабушка и тигрица очень привязались друг к другу. Большая кошка ни на шаг не отходила от своей спасительницы и постоянно бегала за ней. Но время шло, Алиса становилась все крупнее, и деревенские стали опасаться за свою жизнь. Стали обсуждать за спиной, кто-то даже пытался угрожать, и Зинаида Никитична поняла, что пришло время расставаться, а то ничем хорошим все это не кончится. Так и поступила, ушла в лес вместе с тигрицей, а вернулась одна, понурая и разбитая. Они долго прощались, стояли и смотрели друг другу в глаза. Но Алиса, казалось, все понимала. В конце концов, она еще раз обернулась и исчезла в чаще. Бабушка Зина очень скучала по своей лесной красавице. Она переживала, что больше ее никогда не увидит. Но старушка ошиблась. В первый же ее поход в лес они снова встретились. Зинаида Никитична, идя по тропинке, сразу почувствовала, что ее кто-то сопровождает.
А на полянке на нее выскочила Алиса и от радости чуть не повалила старушку на землю и принялась облизывать. С тех пор бабушка стала ходить в лес намного чаще, непременно прихватывая с собой гостинцы. Ее такая компания вполне устраивала. Все бы так и шло своим чередом, если бы однажды в двери не постучали. Зинаида Никитична очень удивилась, кто это может быть, ведь в гости к ней никто не ходил, хотя мало ли кому помощь нужна или еще что. Она подошла к двери и отворила замок. Бабушка не спросила, кто, ведь вокруг все были только свои. Местные все всех знали, опасаться нечего. Дверь открылась, на пороге стоял мужчина. Его лицо казалось очень знакомым. Бабушка даже не успела спросить, что он хотел, как тут же упала на пол от удара негодяя. Он ловко скрутил ее, связал руки за спиной, засунул в рот кляп и приказал не дергаться, иначе убьет. Грабитель начал собирать все ценное, что мог найти в доме. Разную утварь, сбережения, все, что могло представлять ценность. Бабушка плакала, наблюдая, как негодяй безжалостно ее грабит. «Как такого земля носит?» — думала она. «Как можно быть таким бессовестным?» И все бы ничего, но подлец нашел самое ценное, спрятанное от чужих глаз фамильную резную шкатулку. Сама она не представляла большой материальной ценности, а была дорога, как память, как семейная реликвия, которую уже много поколений семья Зинаиды Никитичны передавала из рук в руки. Это было дороже всего. Когда злоумышленник скрылся, старушка выскочила на улицу со связанными руками. Соседи, увидев такую картину, были ошарашены. Они быстро ее освободили и вызвали полицию. Те, приехав, взяли подробные показания, пообещали сделать все возможное и уехали, оставив Зинаиду Никитичну плакать дома в полном одиночестве. Прошло 2 дня, вестей от полиции не было. Видно, не удалось им поймать гада по горячим следам. Бабушка нехотя готовила обед, как вдруг за дверью послышалась какая-то возня. Зинаида Никитична взяла большую кочергу, подошла и осторожно отворила дверь. На пороге стояла Алиса, а в зубах у нее был большой мешок. Открыв его, бабушка от переизбытка эмоций упала на землю. Это был тот самый мешок, в который грабитель складывал ее пожитки, и все было на месте. Старушка поискала внутри и обнаружила самое ценное ее фамильную шкатулку. «Теперь предки меня не проклянут за то, что не сберегла», — подумала она. Зинаида Никитична села рядом с тигрицей и начала ее нежно гладить. А та заурчала так, что, казалось, вся улица слышит полосатую кошку. В полиции, конечно, не поверили ее рассказу. Они еще долго искали злодея, но так никого и не нашли. Никто не знал, что с ним случилось, кроме полосатой красавицы. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.